Приветствую вас на канале. Итак, ну что, рынок у нас терпит крушение. 5 августа у нас прошло, как раз ровно год, как Трамп выступал и говорил, что я криптопрезидент. И начинали всех загонять, конечно же, в криптовалюту на этих всех ожиданиях, новостях, то, что мы улетим. Ну, улетело у нас несколько только активов. Итак, ну что у нас, биток 0,6%, эфириум минус 2%. На данный момент у нас, по всей видимости, альткоины будут очень сильно страдать. Нету у нас особо никакого притока капитала, но растет доминация эфириума. Если мы посмотрим, то доминация эфириума у нас уже развернулась и начинает потихоньку расти. А ликвидности в рынке новой нету. Нам нужно бабки где-то взять, чтобы начинать толкать эфириум. А где, конечно же, брать бабки? Конечно же, брать бабки с альткоинов. И мы видим то, что доминация эфириума действительно здесь развернулась. Мы с вами развернулись в вот этих вот отметочках. Это у нас получается 7%. Примерно в этом блоке и ожидалось, что все это развернется. Потом был некий блок сопротивления, вот этот красный. Мы его оттестили. Промурыжились под этим блоком не один день. И потом его пробили. Сейчас на данный момент вот этот блок уже выступает блоком поддержки. И, конечно же, мы зашли еще в один блок сопротивления. А это блок сопротивления как раз тот момент, где у нас было вот 25 и 16 ноября. Большинство, конечно же, людей заходили в крипторынок у нас осенью 2024 году. И здесь у нас есть некое сопротивление. Но все равно доминация эфириума, видно то, что была у нас коррекция. И все это очень быстро они поглотили. Перелаживают бабло с альткоинов в эфириум для того, чтобы удержать эфириум. И само собой, биткоин не хочет отдавать деньги. Доминация биткоина держится на своих хаях, и он, ох, как не хочет отдавать бабло альткоинам. Само собой, плюс еще мы видим, давление идет с доминацией эфириума. И если мы посмотрим на недельки, то доминация биткоина у нас, в принципе, на данный момент находится еще в восходящем канале. И тут уже могут они, конечно же, сделать разворот по доминации битка. Будем с вами ожидать. И в дальнейшем мы с вами сможем увидеть падение доминации битка. Цикличность у нас уже сломлена, потому как по доминации битка по истории мы собирались бы уже падать бы где-то в начале весны или пускай там максимум в середине весны. Но растянули они здесь знатно. И этому всему, по всей видимости, способствует спотовый биткоин ETF. А биткоин у нас на крипторынке показывает пока что сильнейшую силу, потому как 100 тысяч долларов удержать с очень таким не сильно значительным притоком капитала, плюс само собой разлоки альткоинов, давление на это все, на капитализацию, очень, конечно же, нехорошо. Итак, хэш-риббанс у нас на дневке есть сигнал, на недельке есть сигнал, на месяце. На месяце сигнала нету. Месяц у нас августовский выглядит не очень хорошо, потому как мы здесь начинаем поглощать уже июльский месяц, и это не очень хорошо. Очень нехорошо. Если мы посмотрим на наши индикаторы, то у нас здесь был сигнал на покупку, также сигнал на продажу. Больше сигналов, в принципе, на недельке не было. Если посмотреть на дневке, то у нас здесь был сигнал на продажу 16 июля. И довольно-таки неплохо. Нужно было покидать все-таки здесь вот рынок. Кто, конечно же, покинул, тот молодец. И если мы посмотрим на 4-часовичке, тут у нас уже 3-часовичок, то в принципе был сигнал на продажу. По всей видимости, коррекция по биткоину еще не завершилась. Но гэп мы уже с вами перекрыли. Что у нас на 4-часовике? Тоже сигнал на продажу. На покупку был у нас 2 августа. И был вот только вот сигнал 4 августа на продажу. В принципе, все. Коррекция у нас не завершилась, но это уже локальный индикатор.
Коррекция у нас не завершилась, потому как мы видим понижающиеся максимумы, понижающиеся минимумы и двигаемся в нисходящем канале. Может быть такое, что этот канал у нас в дальнейшем выступит как медвежий канал или как бычий канал. Кто знает, пишите в комментариях под видео, что у нас будет дальше. P-Cycle Top мы с вами примерно предполагаем, что у нас будет вершина в диапазоне 170 тысяч долларов. Но смотря на это все, вот так вот, смотришь на этот крипторынок, думаешь, ну все, уже, блин, пора на медвежку идти. И на самом деле мы не видим перегретости на рынке, мы не видим эйфории, мы этого ничего не увидели. Мы увидели рост биткоина, перелаживание денег с альты в биток, эйфории нету, нету никакого альт-сезона и больше ничего у нас нету. Вот что. Ну, одна надежда на то, что у нас Хэшриббанс никогда не ошибался. Он никогда не ошибался, особенно он не давал по истории никогда сигналы, когда мы погружались на медвежку. Если мы посмотрим, то вот здесь вот на падении на медвежку Хэшриббанс сигналы не давал. Аналогичная ситуация была в 2017 году. Падение на медвежку Хэшриббанс сигналы не дает. Только дал сигнал на дне медвежьего рынка. И все. В принципе, вот так вот. И я думаю, что здесь у нас будет продолжение тренда по биткоину. Ну и в дальнейшем все-таки они подключат, наверное, эту самую эйфорию, и у нас будет альт-сезон. По поводу индикатора альт-сезона. Мы видим то, что двинули они индикатор в диапазон 59 пунктов, откатились. Сейчас здесь на данный момент консолидация происходит. Похожая ситуация, как это было в сентябре 2024 года. И потом мы зашли сюда вот на 70 пунктов. Но глобальный индикатор вообще ничего не дает. Вообще ничего не дает. Смотрите, если у нас 2020 год было 3 масштабных альт-сезона, то в этом цикле у нас вообще нету никаких альт-сезонов. Абсолютно. Еще один локальный индикатор 73. Сейчас на данный момент показывает альт-сезон с небольшим откатом. И в принципе Penguin, Iena, CRO, MNT, XLM, Hebera, Uniswap, XRP. Даже хоть и есть здесь небольшой локальный альт-сезон, то все эти альткоины конкретно откатили на 25% где-то уже примерно. И никто их, конечно же, уже не фиксирует, потому как все хотят кучу иксов, а кучу иксов нам не дают. Вот, в принципе, вот так вот. И вот буквально вчера у нас скоманул еще один альткоин. Так, что у нас тут? Сбилось. Вошли с наблюдения пуст. А что ж такое? Мы же здесь добавляли аккаунт. Здесь какой-то глюк, потому как мы обновили и все у нас дальше пошло. Монетка брокколи. Монетка брокколи. Так, где-то она была у нас в наблюдениях. И конкретно ее скоманули. Если мы откроем график, мы видим капитализация 29 миллионов долларов. Вчера типа у нас новость, кит сбросил брокколи. Но в принципе, если даже открыть график и посмотреть на это все глобально, то какой кит здесь будет сбрасывать? Ну, по всей видимости, у нас или там сломали пул, подвезут новые новости. Ну, может быть такое, конечно. Ну, разве что Китяра здесь где-то набирал, ну, я знаю, там... Это у нас на бирже Binance. Если мы посмотрим на Poloniex, то у нас, ну, тут график тоже такой самый аналогичный, в принципе. Так что, если что-то рассматривать лучше на Binance. Ну, такое вот у нас падение произошло буквально за несколько часов. Китяра здесь, в принципе, сбросил. Но я думаю, что или они сбросили лонгистов большое количество, или, конечно же, действительно данный альткоин у нас будет идти скамиться. Здесь у нас падение на 50%. Похожая ситуация, как на монетке ОМ было. Вот мы видим то, что здесь похожая ситуация, как на монете ОМ.
Типа там Китяра уже не выдержал, и он ударил по стакану. И все у нас здесь разлетелось в пух и прах. Но, в принципе, что? Если посмотреть на портфель, мы сползаем. Мы просто-напросто сползаем, потихоньку сползаем. Месяц у нас был хоть и роста, но сейчас мы на данный момент откатываем те значения, откуда у нас и начался рост. Что у нас по лонгам? Давайте-ка мы посмотрим. Лонги по эфиру не набираются. И это очень плохо. Это очень плохо. Это не очень хорошо, потому как дальше расти, на чем мы будем расти, если лонги не набираются вообще. Давайте-ка мы посмотрим. Мы здесь лонги закрыли 8 декабря, стояли мы в боковике 36 дней. 36 дней мы простояли в боковике и начали набираться лонги. Здесь мы уже стоим в боковике 55 дней. Может быть такое, что где-то вот здесь вот начнут они потихоньку набирать лонги эфира относительно биткоина. Потому как рынку все-таки нужно что-то делать. Но мы видим, что здесь нету никаких наборов. Потихоньку с каждым днем лонг прикрывается и прикрывается. Вот мы обновляем буквально сегодня новый лой. В принципе, вот так. Не очень хорошо. Не очень хорошо. Но если мы посмотрим на сам тотал, то мы выглядим просто неплохо. И если мы посмотрим на тотал, смотрите, буквально на прошлой неделе мы подошли к сильнейшему, очень важному блоку. А это у нас первая цель по Фибоначчи. 4 триллиона с половиной баксов. Но до 4 триллионов нам еще далековато, в принципе. И с прошлой недельки это было бы движение на 13%, но мы сразу увидели реакцию продавца. Само собой у нас идут разлоки, большие разлоки. Постил я в телеге, там у нас будут разлачиваться и Суи, и Аптосы, и много-много разных интересных альткоинов. Будут у нас разлоки идти и бить будут это все дело по стакану. Но мы выглядим неплохо. Мы пробили, пошли на перехай и обратно вернулись на ретест. Сейчас на недельке все здесь выглядит хорошо, и нам важно удержать вот этот вот блок 3,5 триллиона долларов, чтобы мы его не пробивали по тоталу, чтобы у нас был некий приток капитала с вне рынка. И в дальнейшем от этого блока мы с вами ушли выше, в диапазон хотя бы 4,5 триллиона долларов. Вот сюда вот. И это было бы просто замечательно. Просто замечательно. Но мы пока что этого не видим. Посмотрим, понаблюдаем, что у нас будет дальше. Потому как притока капитала в рынок нету. Ожидаем понижения ставки. Но что вот у нас, допустим, за недельку? Ну просто-напросто отток. Бритва полным ходом. Бритва, если ты сидишь на фьючах, ты попал там конкретно и тебя просто конкретно выбривают. Просто выбривают. Но я думаю, что придет тот день и будет все у нас хорошо. Будет приток капитала в рынок. И мы с вами увидим тот самый полномасштабный альт-сезон. Время еще есть до ноября-декабря 2025 года. Ну а дальше 26 год, там уже медвежка. Всем спасибо за просмотр. Всем пока, до связи и мирного неба.